Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вашему вниманию потоковое чтение Таро или расклад, общий расклад Таро для мужчин и для женщин, о чем вам важно знать и сейчас. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свои обстоятельства в личной жизни, на своего мужчину, женщину, партнера, детей, возможно, ситуацию на работе. В общем, настройтесь на события, которые происходят в своей жизни. Постарайтесь, чтобы в ближайшие 30 минут вас никто не беспокоил. Естественно, это общий расклад, и информация может подойти не вся вам или не полностью вам. Или, может быть, полностью и не подойти. Но что-то важное из этого потока вы сможете для себя услышать. Ну и по традиции, естественно, мы все равно сделаем некую сигнификацию. И чтобы узнать, как вас видят карты Таро в этой ситуации, или как вообще они вас видят сейчас, или кто пришел на расклад. Так, начнем. Кто у нас на раскладе? Ну, у нас на раскладе открытая душа или душа на распашку. Вот я вот сейчас, видите, эту карту подвожу к голове ребенка и делаю так, чтобы голова и ребенка и нос этого кубка, туза кубков, да, совпали, видите, еще раз. То есть чистая душа, или откровенный человек, или чистый человек, или человек, стремящийся к чистоте, вот к открытости, к какому-то откровению. Возможно, вы ищете откровение в любви, возможно, вы ищете откровение внутри себя, в своей душе. Возможно, это откровение с вашим внутренним ребенком или ребенком внешним. Но вы человек, возможно, эмоциональный и стремящийся к контролю своих эмоций. Окей. Знаете, вы или вас кто-то обхитрил недавно, или обманул вас, или, может, что-то украл, но если вот никто не обманывал, ничего не хитрил, тогда у вас разум и душа спорят между собой. То есть у вас есть какие-то хитрые уловки разума и есть некие откровения души. Ну окей. Как бы вот смотрите, как это может выглядеть. Это когда в душе вы глубоко знаете, что это на самом деле так, а разум отказывается в это верить. Вот ситуация, где душа вам говорит, это правда, а разум говорит, это ложь. Окей. Хорошо, что еще происходит, как вас видит? Ну, еще скажу, что вы человек нестандартный. И часто эта нестандартность вызывается чем? Тем, что душа делает одно, велит делать, а разум заставляет делать другое. В результате этого диссонанса проявляется или происходит действия в вашей жизни, которые нельзя назвать стандартными, обычными. И давайте назовем эти события или действия ваши креативными. То есть вы креативный человек. Хорошо, давайте еще посмотрим. Что-то есть в вашей жизни такое дорогое вам, что вы не можете отпустить. Не знаю, идет почему-то у меня поток, что с вами хитрит какой-то близкий вам человек, дорогой вам человек, и вы не верите в это. Душа говорит, да, меня обманывают, а разум в это не хочет поверить. Или у вас такая ситуация, что вам нужно что-то отпустить дорогое, да, вам достаточно дорогое. Вы это держите, разум вам говорит, держись, а душа говорит, отпусти. Вот почему-то пока такое идет. Вот как у вас, напишите в комментарии, поставьте на паузу. Осталась карта на столе. Почему она осталась? Осталась карта на столе, потому что кто-то с вами спорит, или вы ведете с кем-то серьезный спор,
и не хотите что-то отдавать, с чем-то прощаться. Не знаю, может это деньги. Действительно, потому что здесь прям добро какое-то, ну как добро, ну в плане золота или драгоценных камней или чего-то ценного, да. Ведете, возможно, борьбу и с хитрым соперником. Тут хитрое соперничество идет у вас прямо. Вот, и при этом вы остаетесь чистой душой все еще. Каких-то серьезных событий таких прямо, чтобы сказать, что в вашей жизни прямо сейчас что-то происходит прям фундаментальное, еще пока не выпадает. Но самый фундаментальный у вас аркан — это туз кубков. Это чувство, то есть концентрация чувств, отношений к кому-то. Ну и вот фундаментальная карта выпадает, колесница, да, и мы здесь видим борьбу эго. Здесь борьба эго все-таки у вас есть. Вот она. И причем это борьба эго. Причем оно может быть и двух эго. Почему? Потому что здесь семерка и пятерка порождает. Колесница порождает повешенного. Да? 12-й аркан. А здесь такая ситуация, что у вас идет соперничество и конкуренция между светлым и темным, мужским и женским. То есть вы с кем-то очень серьезно спорите и что-то друг другу доказываете. Может быть, это действительно душа спорит с разумом, это может быть здесь. А может быть, вы спорите с каким-то человеком, причем этот спор, он вокруг чего-то такого драгоценного, какая-то драгоценность. Может быть, серьезный вопрос или принципиальный вопрос, принципиальный спор. Вы человек, который мог бы и отпустить этот спор, но где-то благодаря тому, что в этом споре или в этой ситуации затронуто ваше самое ценное, и даже в том числе и эго, вы не можете просто так выйти из этого спора, из этой конфликтной ситуации. Хорошо. Что вы чувствуете прямо сейчас? Что вам нужно знать о своих чувствах? Что вам нужно знать о своих чувствах? Вам нужно научиться формировать и держать свои чувства в форме, именно в форме. Возможно, где-то даже и стараться их контролировать. Это не управлять, это формировать и иметь власть. Что вам нужно знать о чувствах ваших? Вам нужно взять власть над вашими чувствами, иначе над вашими чувствами будет иметь власть кто-то другой. Может быть, какой-то мужчина. Давайте сейчас посмотрим, откровенен ли с вами мужчина на самом деле. Представьте себе мужчину, и мы узнаем, врет он вам или нет. Если вы женщина, королева земли, это телец, козерог или дева, мужчина может вас обманывать по поводу чувств и денег. Деньги и чувства. Если вы мужчина, лев, овен или стрелец, женщина может обманывать вас по поводу чувств и денег. Что вам стоит, за что вам стоит бороться, что вам стоит не отпускать ни в коем случае. Вот этот треугольник смотрим. Что вам стоит не отпускать. Ну, вам даже стоит не то, что не отпускать, а вам стоит не потерять, не упустить свое здоровье. Держаться за семью, за работу, на которой вы находитесь. И вам стоит, возможно, где-то не упускать
мудрого решения. Вам стоит держаться человека, который мудрый и мудрости. За что стоит бороться? За что стоит бороться вам? За что стоит бороться? Бороться нужно за счастье свое, за семейное счастье, за счастье своих детей, близких. Возможно, родственников, но больше своих детей и своих самых близких людей. Что вам стоит продолжать делать или начинать делать? Колесницу смотрим. Что вам нужно начинать или продолжать делать? Ну, вам нужно продолжать и начинать творить свою судьбу. Можно начинать свой бизнес, можно начинать переезд, поездку. Можно планировать поездку, можно планировать изменять судьбу. Все, что связано с поездкой и с судьбой, и с работой. Поездка, судьба, работа. Вот это вот можно и нужно начинать. Судьбоносные какие-то действия, события в своей жизни можно и нужно начинать. Хорошо. Давайте посмотрим. Вот этот мужчина, не знаю, чей образ вы видите в нем, можете поставить на паузу, вглядеться в него, чей образ вы видите. И, вы сняли с паузы, если вам нужно было. И любит ли он вас? Любит ли он вас? Любит ли он вас? Или какие чувства он испытывает к вам? Этот человек, этот мужчина, король жезлов, давно испытывает к вам теплые чувства и не может вас отпустить из своего сердца. Он ждет с вами встречи, хочет с вами встречи. И отношения с этим человеком, возможно, еще когда-то повторятся. Как минимум, этот человек находится в зоне прошлого, в сегменте прошлого. И карта о прошлом, поэтому этот человек уже давно испытывает к вам теплые чувства и не может вас отпустить из своего сердца. В чем обманывает вас эта женщина? Или в чем обманывает себя эта женщина? Так тоже можно спросить. Женщина обманывает вас по поводу авторитета вашего, особенно если вы мужчина, особенно по поводу женитьбы или бракосочетания на небесах. Ну и себя она тоже может обманывать в том же контексте, который я уже проговорил. На что стоит обратить внимание по здоровью? На что стоит обратить внимание по здоровью? Обратите внимание на свои эмоции, на здоровье вашего сердца, аритмии, тахикардии, давление и на кровь. Если у вас есть устойчивая какая-то ощущения в области сердца, давайте любые проявления негативные, то стоит провериться. Я смотрю, здесь есть 10 кубков и пятерка, и оно порождает игру дьявола. Здесь пятерка и десятка, 15 над семьей. Откуда источник темных сил на вашей семье и на вашем счастье семейном? Есть ли он? Но здесь прямо жар-птица идет. Я бы так сказал, что просто очень много. Здесь много энергии, здесь много энергии. Источник ваших бед в семье и темных сил в семье в том, что вы концентрируете энергию
в разных направлениях в вашей семейной жизни. И рассосредотачивая эту энергию в разных направлениях, энергия семьи не сохраняется или прогорает вот таким вот образом. Поэтому весь негатив идет из-за того, что вы отвлекаетесь или обращаете внимание не на семье, не на важные семейные моменты, а на второстепенные семье моменты. И из-за этого энергии, которая бы тратилась в семье вашей, ее не хватает на то, чтобы удержать эту семью в том формате, которую вы хотите. То есть, если упростить, то причины всех бед в том, что вы очень сильно отвлекаетесь на любые другие отличные от семьи моменты, а их достаточно много. Здесь 5 жезлов, а здесь 8 жезлов. 8 жезлов — это движение в 8 разных направлениях, а пятерка — это хаос в 5 конкретных направлениях. По судьбе ли вам встреча с мужчиной или женщиной по судьбе? Слышите, да? Здесь мужчина, а в сумме женщина получается. И здесь судьба. А здесь как бы колесница — это встреча на переезде или на перекрестке. По судьбе ли вам судьбоносный мужчина или женщина? Но здесь башня, здесь карта, с одной стороны, хорошая, она о чем-то таком прям грандиозном, но здесь есть и разрушение в этой карте. То есть, чтобы создать что-то новое, вам нужно разрушить что-то старое. И это старое, ну вот оно здесь где-то в четверке в этой прячется. Мы сейчас спросим, что должно быть разрушено для того, чтобы появилось новое судьбоносное. Но здесь даже не сколько об разрушении, сколько о реализации плана. Должен быть осуществлен переезд, поездка. И, скорее всего, тут женщина стоит спиной, да, к башне. А башня — символ мужской здесь. Женщина должна оставить за своей спиной прошлые отношения и совершить переезд. С точки зрения мужчины, мужчина должен оставить женщину тоже и начать новую жизнь и новое дело. У женщины в том числе и новая жизнь, новое дело здесь тоже может начаться. Поэтому, тут классическая карта получается, то есть нужно начать новую жизнь просто. Но она может быть связана с переездом и поездкой. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, преследуют ли вас прошлые отношения, и они вам мешают или помогают прошлые отношения. Прошлые отношения вам не мешают, они, скорее всего, вам, как-то вы их в тепле храните, в каком-то таком теплом, точнее, очаге. Эти отношения вам не мешают. Поэтому, если вас что-то преследует, то это вам не вредит по этой карте. То есть оно, скорее всего, вас согревает вот таким вот образом. Хорошо. И здесь пошли сложные комбинации уже. 4 уровень. Я хочу спросить, был ли честный с вами загаданный человек в прошлом? Обманывал ли вас загаданный человек из прошлого? Настроитесь на своего партнера, мужчину или женщину, и посмотрим, был ли он с вами честен. Нет, не был он с вами честен. Вы это и так знаете. И из-за этого у вас и не очень хорошее может быть здоровье, энергетика. И
Из-за этого вы до сих пор не можете доверять окружающему миру. Из-за этого, возможно, у вас и разбитое сердце, и вам тяжело начать из-за обмана прошлого. Поэтому нет, это очень плохая карта. И ложь этого человека, она ставила вас в тупик, заводила вас в тупик. И часто, может быть, как говорится, подводила вас, да, то есть это ложь. То есть приносила вам боль, страдания и проблемы несла. Здесь, смотрите, больное сердце, здесь целитель, а здесь сохранение какое-то, да. То есть в чем секрет вашего исцеления? В чем секрет вашего исцеления? Ну и здесь девятка мечей как раз, да, вот рядышком. А здесь жар-птица. Ну, здесь, смотрите, висящий, да, hanging man. Ну, скажу так, вам секрет исцеления в прекращении страдания, да, в откупе. То есть, возможно, вы цепляетесь за что-то ценное и не готовы еще делать откуп, да, и не готовы там отпустить что-то из прошлого, да, потому что оно вас немножко тут догоняет периодически. Но секрет исцеления или прекращения страдать, то есть вам нужно слезть с веревки, с лианы, да, с креста слезть. И это, как бы, условно говоря, отвязаться от того, что преследует, перестать страдать и развязать кармический узел. Вот в этом и секреты вашего исцеления. Хорошо. Можете ли вы в будущем полюбить кого-то? В будущем. Да, можете. И вас может полюбить женщина, и вы можете полюбить женщину, да, условно говоря. Ну и мужчина и женщина может друг друга полюбить. Здесь особенно актуально для женщин раков, скорпионов и рыб. Но учитывая то, что у вас туз кубков, я почему-то особо и не сомневался, что это способны вы на это. Но видите, карта подтверждающая. То есть вы человек с открытой душой, ну, с чистой душой, да. Да, вы, может быть, болтаетесь в кармическом узле каком-то, но ваше сердце чисто. И искупление какое-то, да, оно, скорее всего, уже произошло или происходит, да. Что вам важно знать прямо сейчас? Смотрите, колесница, колесо фортуны и башня. Важная информация. Что вам говорят карты Таро вот в этом раскладе прямо сейчас? Но у тебя еще очень много впереди, чего не сделано. Работа. В работе, если ты работаешь, много чего нужно сделать. Можно еще создавать, можно себя развивать. Еще есть куда расти, есть куда жить, есть зачем жить, для чего, для кого. Ну и как минимум есть возможность учиться тебе. Нужно это делать. Какая тебе перспектива откроется в ближайшем будущем? Изменить свою жизнь к лучшему, улучшить свой материальный уровень достатка, улучшить свое финансовое положение, произвести обмен, продажу и изменения в своей жизни в лучшую сторону. Хорошо, что тебе, с чего нужно начать перемены или с чего начнутся твои перемены по судьбе? С чего начнутся перемены по судьбе в лучшую сторону? Ты рассчитаешься с долгами. Скорее всего, купишь то, что нужно, или продашь то, что нужно. И либо тебе помогут, либо ты поможешь. То есть, ну, здесь нужно понимать, в каком ты состоянии. Ты в состоянии
ресурса или в состоянии донора. Поэтому если у тебя сейчас все плохо, то тебе помогут. А если у тебя сейчас все хорошо, то ты поможешь. Но и у тебя открываются перспективы принять помощь или даровать эту помощь. А лучше, если ты отрегулируешь оба момента одновременно. То есть принимать помощь и даровать помощь тебе нужно регулировать. Если ты постоянно только даешь, тебе нужно научиться брать. А если ты постоянно берешь, тебе нужно научиться давать. Понимаешь? Ну, здесь о деньгах, как бы о материальном. Твоя материальная жизнь будет изменяться к лучшему. Но регулирование брать, давать, донатить и быть донором, принимать, да, это нужно регулировать. Это нужно уметь на самом деле. И искусство материального бытия — это именно искусство распределения правильного на самом деле. Хорошо. В чем тебя ждет успех в самое ближайшее время? Смотри, 6 монет, 3 монет и паж монет. Ну, тебя ждет успех в твоей мечте, с твоими детьми, если планируешь родить ребенка, ну, все будет хорошо. У тебя ждет успех в твоих планах и в материальном аспекте. То есть, если ты планируешь что-то начинать, какое-то дело, но сейчас у нас идет период ретроградного Меркурия, он приближается, и вообще оно сейчас и Венера там с проблемами, да, то есть сейчас это лучше только планировать, не начинать или подготавливать это все. Когда пройдут все ретроградные эти моменты, тогда лучше это начинать. Но, ну давай так, ближайшие 3 месяца, да, 3-6 полугодия у тебя будет успех в финансовом плане. Так что спокойно, без резких движений, подготавливай свое пространство вариантов для того, чтобы в твою жизнь пришел материальный достаток, благополучие и стабилизация ситуации. Очень хороший треугольник. Чего тебе нужно избавиться прямо сейчас? Вот что не твое, что тебе уже не принадлежит. Но здесь звезда. Но здесь звезда чистая. Тебе пока не нужно думать на далеко-далеко вперед. На дальнее будущее, то есть от каких-то таких прямо очень глобальных и стратегических целей тебе лучше избавиться. Тебе нужно избавиться пока или прекратить коммуникацию, общение с женщиной или с женщинами воздушной стихии. Сделать паузу в общении с красивой женщиной. Возможно, сделать некую паузу в отношениях, но не оборвать их. Звезда чистая карта, и тебе, возможно, сейчас нужно отказаться от какого-то идеализма и не пытаться доделать все идеально. Можно просто что-то доделать, но если это выйдет как-то не идеально, то или не очень красиво, то так можно. То есть доводить все до абсолютного совершенства, до абсолюта и совершенства или абсолютного совершенства тебе не нужно. Ну вот видишь, чтобы что-то найти, карты говорят из потока, нужно что-то потерять. И если ты испытываешь боль и страдания сейчас, это говорит о том, что ты находишься в 12-м аркане. Находясь в 12-м аркане в состоянии висящего, да, ты находишься в состоянии боли и готовишь себя к 6 пентаклей. То есть, соответственно, испытывая страдания, ты готовишь себя к какому-то улучшению. Поэтому
Да, скорее всего, тебе и не нужно доводить все до абсолюта. Сделать что-то не идеально, это есть нормально. Ты стоишь на пороге нового пути. Этот путь будет дан тебе благодаря твоему выбору, благодаря тому, что 12-й аркан отойдет и придет 6-й аркан. И ровно половина страданий твоих уйдет из твоей жизни. И ты будешь свободен и сможешь самостоятельно выбирать. И твой выбор будет руководствоваться любовью, чистым потоком. Твое желание по поводу твоего пути, твоего выбора и твоих отношений исполнится. В твоей жизни будет тот человек, с которым ты будешь радоваться жизни, будешь чувствовать себя комфортно и самодостаточно. Прямо сейчас из твоей жизни уходят все негативные эмоции, к которым ты привязан. Если ты чувствуешь, что тебе хочется плакать, или тебе хочется смеяться, тебе становится легче, или в горле стоит ком, это говорит о том, что этот процесс уже начался, и он неизбежен, и ты очистишься от всего, что удерживает тебя из прошлого, и пытается тебя туда вернуть, возвращает, и ты, застревая там, теряешь свои дни в прошлом. Все плохое уходит из твоей жизни. И солнце всходит, и уже в ближайшие дни ты увидишь, как Цернунас или магическое или божественное трио, Отец, Сын, Святой Дух или образ твоего рода напомнит о себе. И благодаря потоку этих энергий ты сможешь увидеть, что тот выбор, который ты осуществил чистым, освобожденным от влияния прошлого сердцем, воистину твой и воистину чист и светел во благо твоей жизни. В этой карте сосредоточено управление твоим миром. Ты начинаешь управлять новой формой своего мира. И несомненно, в твоем мире есть баланс и гармония между мужским и женским началом, между Творцом и Хранителем, между светом и тьмой, между любовью и ненавистью, между правдой и ложью, между успехом и поражением, между твоей мечтой и твоим путем, которым ты идешь к своей мечте. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и мир, который окружают вас. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Побачимось. Па-па.